Всем привет-привет, мои дорогие и любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. В начале расклада хочу поздравить всех с наступившим замечательным, теплым, нежным, добрым, воздушным праздником весны, женственности, красоты 8 марта и пожелать вам, конечно же, огромного счастья. В первую очередь крепкого здоровья и, конечно же, наравне с этим еще и огромного личного счастья, настоящего, чтобы рядом с вами был преданный, любящий, нежный, заботливый мужчина, человек, ваш человек на все 100%, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши сердца всегда бились в унисон. Итак, сегодня будет расклад у нас на тему, какие сюрпризы готовит вам, для вас Вселенная, какие сюрпризы готовят высшие силы. И посмотрим мы эту тему на колоде Золотое Таро. Получим какие-то важные подсказочки, предупреждения. Какие подарки? Мы будем очень надеяться, что это будут исключительно подарки судьбы. Да, конечно, когда мы набиваем шишки себе в жизни, это идет нам на пользу, но все-таки так хочется в день 8 марта получать именно подарки. Будем надеяться, что так и будет. Итак, сосредоточьте свое внимание на себе, любимых, и сейчас будем начинать. Какие подарки и сюрпризы готовит вам Вселенная? А действительно, Вселенная готовит вам и подарки, и сюрпризы. Смотрите, вышел аркан «Страшный суд». О чем он говорит? О том, что вы находитесь под очень бдительным надзором высших сил. Вы под защитой. Можете ни о чем не беспокоиться, убирайте прочь страхи, потому что Господь всегда с вами, высшие силы всегда с вами, Вселенная всегда с вами. Вы находитесь под очень серьезной защитой, под их покровом. Не бойтесь ничего, не бойтесь рисковать, не бойтесь делать, возможно, не совсем принимать взвешенное решение. Нужно, конечно, принимать взвешенное решение, но даже если вы ошибетесь, отступитесь где-то, вас все равно высшие силы направят в правильное русло. Ваши стези, безусловно, направят. Конечно, очень важно для вас по этому аркану иметь связь с высшими силами. Старайтесь как можно больше, чаще говорить с ними. Я не знаю, к кому вы обращаетесь. К Господу Богу, ко Вселенной, просто к вашим ангелам, еще к кому-то, да, в какой-то форме. К высшему разуму таким образом обращаетесь. Но ваша связь с высшим разумом, со Вселенной очень важна. Она у вас налажена наилучшим образом. И знаете, что вам для этого не нужно, не обязательно ходить в храм даже. Или же какие-то определенные условия. Вы спокойно у себя в комнате, лежа в постели или сидя за столом, или просто в кресле, вы можете обратиться к высшим силам и поговорить с ними по душам. Вас, конечно же, услышат. Конечно же, услышат. Для этого условностей никаких даже не нужно. Помните просто о том, что это очень важно просить помощи, просить совета у высших сил. И хоть вам и не могут ответить напрямую, однако посредством знаков, событий вы эту помощь будете обязательно ощущать всегда. Какая вы сейчас или какой вы сейчас? Давайте-ка посмотрим. О, маг! Не зря смотрите расклады Таро. Интересуетесь не только эзотерикой, возможно, интересуетесь психологией отношений. Кто-то из вас интересуется, возможно, практиками целительными, энергетическими практиками. В общем, это все вот ваше. Еще в плюс ко всему вы очень-очень сильны сами по себе энергетически. Вы можете даже, применяя в правильном направлении свою энергию и научившись работать со своей энергией, вы можете приносить большую пользу окружающему миру и людям в том числе. Вы даже исцелять можете как словом, так и своими руками. Не зря смотрите расклады Таро, потому что эзотерика, безусловно, вам интересна, или просто психология, или психология во взаимосвязи с эзотерикой, а это неотделимо друг от друга, безусловно. И вы могли бы на поприще психологии, эзотерики, целительства достигать очень-очень больших успехов, продвигаться в этом направлении очень мощно. Вот так. А еще вы можете быть замечательным специалистом своего дела. Чем бы вы ни начинали заниматься, вы можете достигать очень больших успехов при вашем большом желании. И при том, что вы, конечно, будете правильно использовать свои энергии и усилия.
направлять в правильное русло. Очень сильный энергетический человек, каждый из вас, кто сегодня на раскладе. Маг. По сути, у вас в руках все стихии. Смотрите-ка, и кубки, и мечи, и жезлы, и пентакли. Все в ваших руках, все. Еще и над головой у мага знак бесконечности, и на нем красное одеяние. Посмотрите-ка на этот аркан. Вот это вы. Вас так показывает. Так что уверенности в себе здесь терять ни в коем случае не нужно, потому что вы реально очень сильный человек. Очень сильный человек. Даже если кто-то из вас скажет сейчас сильный человек, но с подбитыми крыльями или раненым сердцем. Что поделаешь? Жизнь есть жизнь, и любой опыт, который в нашу жизнь приходит, даже если сложный, он все равно позитивен, потому что мы трансформируемся, мы меняемся, становимся мудрее, становимся сильнее. На что вам нужно сейчас обратить внимание в вашей жизни? Давайте сразу возьмем совет. Вы уже опытны, вы уже очень мудры, но вам говорят о том, что позиция здравомыслящая, когда вы принимаете очень взвешенные решения и не действуете на эмоциях, вот это прям ваша правильная тактика поведения. То есть хладнокровный взгляд на любые обстоятельства и ситуации, это прям ваше. И очень хорошо, если так и происходит в вашей жизни. Это вот то, что нужно, то, что, как говорится, доктор прописал. На это вам и нужно обратить внимание. Сохраняйте хладнокровие и трезвость вашего, ясность ума в любой ситуации, какая бы ни случалась на вашем жизненном пути, не встречалась, что бы ни случалось в вашей жизни. Как высшие силы считают, что вы сейчас заслужили? Какой подарок от них вы заслужили, и они могут вам его подарить? Вау! Аркан справедливость. За свои деяния, которые были у вас до этого, что посеешь, что и пожнешь. Знаете вы, да, что это действительно так. Эта мудрость, она великолепна. То, что вы посеяли ранее, хорошие семена, то, что вы сделали доброе, светлое, прекрасное, хорошее, за это вы получите вознаграждение в виде, скажем так, позитивного, очень хорошего кармического бумеранга, в хорошем смысле этого слова. Вы будете вознаграждены за те хорошие дела, которые вы сделали раньше. Я надеюсь, что вы сеяли только хорошие, качественные семена, отделяли их от плевел, и теперь будете собирать урожай. Чего вы заслуживаете? Вы на самом деле заслуживаете всего самого наилучшего. Вы заслуживаете наилучших подарков и самой сильной, мощной поддержки высших сил. Мы все, конечно, заслуживаем поддержку высших сил и ее имеем. Но вы еще и заслужили это. Вы заслужили нечто, такой подарок, который выходит даже за грань вашего воображения, за грани вашей фантазии, за грани даже, возможно, ваших мечтаний. Вы заслужили что-то очень мощное, что-то очень серьезное от высших сил, можно сказать, от самого Господа Бога вам в подарок. Для кого-то из вас это может быть резкий скачок в карьере. Для кого-то из вас это может быть встреча любимого человека, того, который по судьбе, именно по судьбе, человек, с которым вам будет тепло, уютно, хорошо, и вы с ним будете просто счастливы. Это еще и аркан, это аркан законного брака. Здесь еще может быть вступление в брачные отношения с правильным человеком. Я подчеркну это, потому что замечательные, прекрасные выходят сейчас карты. Для кого-то это может быть исполнение его заветной мечты. Причем такой мечты, которую, возможно, вы хотели бы, конечно, мечтали бы осуществить свою мечту, но вам казалось, что это совершенно нереально. Абсолютно реально. И вам говорят, что да, с поддержкой высших сил, при вашем большом желании, если вы мечтали и что-то делали активно для осуществления своей мечты, то в ближайшее время может произойти это чудо. Чудо осуществления вашей заветной мечты. Для многих из вас может быть так, что вы стоите на пороге открытия своего предназначения, своей миссии. И это будет вашим подарком от высших сил, подарком с небес.
Здесь очень серьезная картина вышла на самом деле. Аркан справедливость — это серьезнейшие энергии идут здесь. Это очень серьезный подарок в награду вам. Это даже не просто подарок, это награда за ваше доброе сердце, за вашу теплую энергетику, за вашу щедрость, за то, что вы делали хорошего. И высшие силы все видят, и будет вознаграждение обязательно. Еще чего вы заслуживаете, что высшие силы вам могут в ближайшее время дать? Расцвет ваш профессиональный, расцвет, да даже и физический. Если вы сейчас мне напишите, мне 70 лет, какой физический расцвет? Улучшение самочувствия, улучшение внешнего вида, желание жить, желание занять такую позицию в жизни, что я у себя единственная, неповторимая, я себя люблю, и я буду делать все для того, чтобы холить себя, лелеять, баловать, любить. Вот у вас может появиться такое желание, если оно у вас исчезло. И это желание, оно вас может возродить, как будто как весна в вашей душе расцветет. Кроме этого, это финансовое благополучие. Здесь, безусловно, связано с тем, что я сказала до этого, исполнение мечты, осуществление вашей мечты. Это новые возможности, это может быть скачок в карьере, и, соответственно, вы идете к материальному успеху, то есть вы удовлетворяетесь результатом. И знаете, вот когда человек находится в постоянной ситуации, что ему не хватает денег, и у него одна мысль. На самом деле он не может даже особо наслаждаться жизнью, потому что у него одна мысль. Я завтра встану, за что мне купить еды, чем мне кормить детей, и что будет послезавтра. Завтра, может, еще как-то протяну, а что будет послезавтра. Живет от зарплаты до зарплаты, растягивая там копеечки последние. И эта жизнь, по сути, вы понимаете, да, какая? Очень многие знают, что это такое. Или же состояние человека, для которого открылись финансовые потоки, потоки благословения Вселенной, и он, наконец, обрел финансовую стабильность. Ему не нужно думать о том, что кушать завтра, чем накормить детей, как учить детей, во что водить. Он начинает думать уже о других вещах. Кто-то думает, кто-то входит в зону комфорта, и наоборот это влияет на него отрицательным образом, потому что человек аморфным становится. Но такие люди очень быстро с пьедестала падают. А тот, кто развивается, и человек, духовно находящийся на высоком уровне, он свое благосостояние, которое к нему приходит, он его пускает на то, чтобы развиваться еще выше, становиться на уровень духовного развития своего. Так вот, такой еще подарок вам от Вселенной, может быть, в виде того, что здесь явно идет укрепление финансового вашего благополучия. Посредством, кстати, вот этих подарков, как будто вы или можете найти себя, или же сделать скачок в своей карьере, найти свое предназначение. Здесь идет речь об открытии потоков благословений Вселенной. И, соответственно, здесь идет удовлетворение своим как финансовым положением, так и дальнейшее развитие ваше, то есть вложение в дальнейшее развитие. От чего вас уберегают высшие силы сейчас? Давайте-ка посмотрим. И предупреждают, хотела сказать предупреждают, так и есть. От чего уберегают и предупреждают? Вам нельзя останавливаться и в ту самую пресловутую зону комфорта полностью погружаться. Знаю, многие в комментариях пишут: а я наконец-то достигла зоны комфорта и балдею, и не хочу из нее выходить. Ну, никто вам ничего, свое мнение навязывать не может и рекомендовать, тем более. Но вам говорят так: если вы чувствуете, что вы в своей зоне комфорта погрязли, если вы чувствуете, что вам ничего не хочется, у вас нет настроения, нужно срочно из этого выходить. Вас предостерегают о том, что если вы будете совершенно бездействовать, лежать как овощ на диване, даже если вы достигли неких успехов в чем-то, будь то в карьере или в личной жизни, но если вы на этом успокоитесь, полностью расслабитесь и станете безинициативным, это не приведет к хорошим результатам. Это будет приводить к деградации вашей. Вот вас так предупреждают, что нельзя останавливаться, находитесь в постоянном движении и развитии. Конечно, все мы люди, когда-то нам всем хочется отдохнуть, отойти от дел, да, расслабиться, не без того. Но если вы чувствуете, что день за днем вы чего-то достигнете, а в ближайшее время это случится с вами обязательно, вы чего-то достигнете,
и слишком расслабитесь и будете сидеть на этих лаврах в расслабленном состоянии долгое время, в итоге вы поймете, что это начало деградации. Вот это, об этом вас предупреждают сейчас высшие силы. Еще какое предупреждение? Не нужно вступать в споры и в конфликты. Вы такой мудрый, уже зрелый человек, очень опытный. Вы можете решать любые вопросы в вашей жизни посредством дипломатических переговоров, так скажем. То есть вам не нужно вступать в конфликт с кем-то, вам не нужно ничего доказывать, вам не нужно там, биться головой об стену, чтобы доказать кому-то что-то. Вовсе нет, вы все можете сделать очень дипломатичным путем. Вы очень конкурентоспособный человек, но ваш козырь – это ваш ум, ваш интеллект, ваша мудрость, ваш дипломатизм. Это ваши козыри. Теперь давайте спросим, какие сюрпризы готовят. Это подарки больше у нас получились. А какие сюрпризы готовит для вас Вселенная? Сюрпризы. Вот возьмите, получите. Любящий мужчина. И что за мужчина? Что с ним? А мужчина, так сказать, навсегда. Да-да-да, и что? О, вот это да, сюрпризы. Сюрприз. Получите, распишитесь. Мужчина, король кубков. Человек, который может прийти в вашу жизнь как человек, как мужчина с эмоциями, любящий мужчина, который принесет в вашу жизнь новые яркие эмоции. Вы можете влюбиться. Он может вас оживить, вашу жизнь и сделать вас действительно счастливой, потому что, конечно, очень важно, когда мужчина умеет проявлять свои эмоции и возносить женщину на небеса от счастья своими словами и признаниями, лишь бы они были искренними. Но здесь искренне все. Так вот, подарок судьбы, сюрприз вернее, сюрприз – это как раз такой мужчина, любящий, с которым вы сможете быть просто вот навсегда. Здесь король кубков, аркан смерти, иерофант. То есть мало того, что вы можете выйти замуж или могут вернуться ваши предыдущие отношения, допустим, у вас разладились отношения с мужем, что-то там случилось, этот человек вновь может вернуться в вашу жизнь, и у вас реально все может наладиться, и вы останетесь с ним навсегда. Или же новый человек в вашу жизнь может прийти, и это серьезная очень связь, и она навсегда. Да, никогда не говори никогда, и ничего не бывает навсегда, однако же здесь ситуация такая. Вот это может быть сюрпризом для вас. И очень серьезным. Не зря я вам сказала, получите и распишитесь. Мужчина к 8 марта в подарочной упаковке красивой. Но здесь так. Смеюсь, конечно, шучу, но это так. Еще каких сюрпризов можно ожидать, которые могут стать неожиданностью? Сильная страсть ваша к чему-то, какое-то увлечение вас может посетить, страсть познания чего-то нового. Новые пути для вас откроются, новый интерес, какая-то новая дорога. И у вас возникнет, вы зажгетесь прямо этой идеей. Это же очень важно, когда вы пылаете желанием что-то осуществить. Для вас сюрпризом будет то, что у вас как раз перед вами откроется некая деятельность, некая сфера, которой вам безумно захочется заняться, с огромной силой, с огромным запалом, с огнем. И эта сфера может открыть для вас просто глобальнейшие, огромные перспективы в жизни. Огромные, бесконечные горизонты возможностей. Но здесь еще переплетается, конечно, перекликается с темой предназначения. Вполне возможно, что здесь это взаимосвязано. Если вы найдете свою миссию предназначения, то, конечно, для вас все двери мира откроются, этой вселенной. Но вот здесь что-то очень грандиозное, что-то очень большое, что-то очень яркое и серьезное. Новые перспективы, как будто вы можете заняться чем-то новым, что увлечет вас полностью и приведет к тому, что ваша жизнь может полностью измениться. Ну, в общем-то, все верно. Видите как? Мы начинали с этого, и дальше в продолжении то же самое приблизительно. И как подарок вам с небес эту возможность тоже дадут высшие силы. И если вы эту возможность используете, такого развития, то, конечно, вас ждут кардинальнейшие перемены в жизни. Что прямо сейчас хотят вам сказать высшие силы? Послание для вас. Двигайтесь вперед, не стойте на месте, развивайтесь, не бойтесь рисковать, не бойтесь использовать новые шансы, не бойтесь
что-то пробовать новое. Не стойте на месте, развивайтесь, вам необходимо движение. Не зря у нас вышло предостережение. То есть тишина, покой, лежание на диване, плевание в потолок – это вообще не ваше. Этого нужно избегать любыми путями. Это не будет вести к вашему прогрессу. Движение. Еще вам говорят, что если вы сейчас хотите, понимаете, что вам нужно что-то изменить в жизни, меняйте. Сейчас прекрасное время для этого. О, две потянулись. Конечно, смотрите. Аркан мира, аркан солнца. Здесь идет речь о том, что, ой, это грандиознейшие вообще перемены могут быть у вас, и перспективы даже головокружительные. Главное, двигайтесь, главное, развивайтесь, не останавливайтесь на месте. Могут быть осуществлены не только ваши мечты, а удовлетворены все ваши потребности закрыты. Даже то, о чем вы в детстве когда-то мечтали. Но для этого нужно движение. То есть под лежачий камень вода не течет. И еще с легкостью отпускайте то, что пора отпускать. Завершайте то, что пора завершать. И с легкостью отпускайте то, что нужно отпускать. Не держитесь за старье, не держитесь за хлам, не держитесь за то, что вас больше не делает счастливыми или, возможно, даже тянет назад. Отпускайте легко и двигайтесь вперед. Не обращая внимания на трудности, на мнение других людей, на препятствия. Просто делайте, двигайтесь вперед. И, как говорится, будет вам счастье, действительно. Вот такое послание сегодня пришло для вас в окончании расклада. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Сегодня мне захотелось сделать именно вот такой для вас расклад. Надеюсь, полезную информацию для себя вы получили. Желаю вам всего самого наилучшего, светлого, прекрасного. Как всегда, желаю вам счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Буду вам очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. И вновь поздравляю вас с 8 марта. Всех вам благ, мои драгоценные. Всего доброго. Пока-пока. До следующего расклада.